Доктор Комаровский о том, что делать, если ребенок храпит во сне. Причины. Доктор Комаровский. Храпящий, 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 храпящий. Взрослое явление, хоть и малоприятное, но по большому счету довольно обыденное. Мало кто из нас удивляется, если попутчик в поезде или товарищ, зашедший в гости с ночевкой после некоторого количества алкоголя, заливисто и упорно храпит до самого утра. Но детский храп – нечто совсем непонятное. Поэтому родители, заметившие у своего чада такую особенность, часто обращаются к известному детскому врачу и автору книг о детском здоровье Евгению Комаровскому, который в свою очередь рассказывает, что может означать ночной храп у ребенка и можно ли это лечить. Комаровский о причинах храпа. Евгений Комаровский отмечает, что наиболее часто дети храпят по двум причинам: аденоиды скопления засохшей слизи в дыхательных путях. Есть и другие причины, но они встречаются гораздо реже. Так, храп может быть следствием нарушенного прикуса. Довольно часто храпят во сне дети, страдающие эпилепсией, ожирением, нелишим весом, а именно ожирением, малышей с некоторыми патологиями со стороны дыхательных органов. Храп у грудничков. Довольно часто с жалобами на то, что ребенок храпит во сне, обращаются родители грудничков. Комаровский призывает не путать храп и сопение. Младенцы сопят не из-за болезни, а потому что у них есть определенная физиологическая отличительная черта: носовые ходы от рождения очень узкие. Такое сопение патологией не является, в лечении не нуждается. Помочь ребенку тем не менее необходимо. Комаровский советует создать достаточно увлажненный воздух, при необходимости следует орошать носоглотку солевыми растворами. Микроклимат. Если храпит ребенок постарше, причем раньше он этого не делал, а в 2 или 3 года начал храпеть, следует начать искать причину явления с оценки условий, в которых спит чадо. Если ребенок дышит запыленным, сухим воздухом, спать его укладывают в комнате, где много пыли, сборников, ковров, мягких игрушек, книг. Если влажная уборка и проветривание делается не каждый день, а раз в неделю, ничего удивительного, по словам Комаровского, в храпе нет. В дыхательных путях из-за такого микроклимата пересыхает слизь, которая вырабатывается организмом для защиты от вирусов и других вредных организмов. Пересохшая слизь становится механической преградой для нормального дыхания ночью во сне. Лор-заболевание. Храп может быть последствием перенесенной ангины. После этого серьезного заболевания еще некоторое время сохраняется отечность гортани. Такое состояние в коррекции не нуждается, храп пройдет. Такой звуковой ночной эффект возможен после любой респираторной болезни, при которой страдали органы дыхания. Если ребенок храпит по ночам и дышит при этом ртом, в дневное время также наблюдается затруднение носового дыхания, вероятно аденоиды. Разрастание лимфоидной ткани глоточной миндалины. Лечение назначает врач в зависимости от стадии и тяжести протекания заболевания. В некоторых случаях показано оперативное вмешательство. При систематическом храпе обследование обязательно следует начать с посещения лор-врача. Кроме аденоидов, доктор может обнаружить и другие причины для храпа: искривление носовой перегородки, полипы в носовых ходах, инородные мелкие предметы, которые ребенок мог нечаянно затолкать в нос или вдохнуть, или начинающуюся бронхиальную астму. Ожирение. При ожирении у ребенка жир распространяется не только на подкожное пространство, но и на ткани глотки, что вызывает сужение просвета и вибрацию во время расслабления мягкого неба. Такой храп лечится снижением количества потребляемой пищи, диеты, занятиями спортом и активными играми. Помочь в снижении лишнего веса сможет врач-диетолог. Неправильный прикус. Есть несколько видов нарушения прикуса, при котором может возникнуть ночной храп. На вопрос, почему дети в отсутствие насморка, поможет ответить детский стоматолог-ортодонт. Обычно, если нижняя челюсть плохо развита, смещена назад, во сне при расслаблении мышц возникает соприкосновение корня языка с небным язычком. Прохождение воздуха затрудняется. Что делать, решит ортодонт после обследования челюсти ребенка. Обычно такие патологии, выявленные в раннем возрасте, успешно поддаются коррекции без оперативного вмешательства. Последствия храпа. Если детский храп игнорировать и не искать истинную причину нарушения, последствия могут быть малоприятные.
Пересохшая слизь в ротоглотке может стать причиной хронических респираторных заболеваний у детей, а запущенные аденоиды очень сложно лечить. Все без исключения храпящие дети хуже спят, а нарушение качества сна приводит к нервному истощению, нарушению обмена веществ, к снижению концентрации внимания, а также способности к обучению. О причинах детского храпа расскажет доктор Комаровский в видео ниже. Причины. Доктор Комаровский. Комаровский о причинах храпа. Евгений Комаровский отмечает, что наиболее часто дети храпят по двум причинам: аденоиды, скопление засохшей слизи в дыхательных путях. Есть и другие причины, но они встречаются гораздо реже. Так, храп может быть следствием нарушенного прикуса. Довольно часто храпят во сне дети, страдающие эпилепсией, ожирением, нелишим весом, а именно ожирением, малышей с некоторыми патологиями со стороны дыхательных органов. Храп у грудничков. Довольно часто с жалобами на то, что ребенок храпит во сне, обращаются родители грудничков. Комаровский призывает не путать храп и сопение. Младенцы сопят не из-за болезни, а потому что у них есть определенная физиологическая отличительная черта: носовые ходы от рождения очень узкие. Такое сопение патологией не является, в лечении не нуждается. Помочь ребенку тем не менее необходимо. Комаровский советует создать достаточно увлажненный воздух, при необходимости следует орошать носоглотку солевыми растворами. Микроклимат. Если храпит ребенок постарше, причем раньше он этого не делал, а в 2 или 3 года начал храпеть, следует начать искать причину. Явление с оценки условий, в которых спит чадо. Если ребенок дышит запыленным, сухим воздухом, спать его укладывают в комнате, где много пылесборников, ковров, мягких игрушек, книг. Если влажная уборка и проветривание делается не каждый день, а раз в неделю, ничего удивительного, по словам Комаровского, в храпе нет. В дыхательных путях из-за такого микроклимата пересыхает слизь, которая вырабатывается организмом для защиты от вирусов и других вредных организмов. Пересохшая слизь становится механической преградой для нормального дыхания ночью во сне. Лор заболеваний. Храп может быть последствием перенесенной ангины. После этого серьезного заболевания еще некоторое время сохраняется отечность гортани. Такое состояние в коррекции не нуждается, храп пройдет. Такой звуковой ночной эффект возможен после любой респираторной болезни, при которой страдали органы дыхания. Если ребенок храпит по ночам и дышит при этом ртом, в дневное время также наблюдается затруднение носового дыхания, вероятно аденоиды. Разрастание лимфоидной ткани глоточной миндалины. Лечение назначает врач в зависимости от стадии и тяжести протекания заболевания. В некоторых случаях показано оперативное вмешательство. При систематическом храпе обследование обязательно следует начать с посещения лор-врача. Кроме аденоидов, доктор может обнаружить и другие причины для храпа: искривление носовой перегородки, полипы в носовых ходах, инородные мелкие предметы, которые ребенок мог нечаянно затолкать в нос или вдохнуть, или начинающуюся бронхиальную астму. Ожирение. При ожирении у ребенка жир распространяется не только на подкожное пространство, но и на ткани глотки, что вызывает сужение, просветы и вибрацию во время расслабления мягкого неба. Такой храп лечится снижением количества потребляемой пищи, диеты, занятиями спортом и активными играми. Помочь в снижении лишнего веса сможет врач-диетолог. Неправильный прикус. Есть несколько видов нарушения прикуса, при котором может возникнуть ночной храп. На вопрос, почему дети в отсутствие насморка, поможет ответить детский стоматолог-ортодонт. Обычно, если нижняя челюсть плохо развита, смещена назад, во сне при расслаблении мышц возникает соприкосновение корня языка с небным язычком. Прохождение воздуха затрудняется. Что делать, решит ортодонт после обследования челюсти ребенка. Обычно такие патологии, выявленные в раннем возрасте, успешно поддаются коррекции без оперативного вмешательства. Последствия храпа. Если детский храп игнорировать и не искать истинную причину нарушения, последствия могут быть малоприятные. Пересохшая слизь в ротоглотке может стать причиной хронических респираторных заболеваний у детей, а запущенные аденоиды очень сложно лечить. Все без исключения храпящие дети хуже спят, а нарушение качества сна приводит к нервному истощению, нарушению обмена веществ, к снижению концентрации внимания, а также способности к обучению. О причинах детского храпа расскажет доктор Комаровский в видео ниже.